Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы, используя инструмент PowerStroke, создадим фигурные скобки, а также поговорим о кавычках и астериске. Помимо обычных квадратных скобок и вот таких округлых скобок, которые мы делаем по такому же принципу, у нас есть еще и такие фигурные. С ними немножко сложнее, потому что нам придется прямо полностью прорисовывать эти фигуры, скажем так, в нашем шрифте. Делать это вручную сложновато, поэтому можем воспользоваться инструментом под названием PowerStroke, который позволит нам это немножко ускорить и упростить. Поэтому перейдем в FontLab и сделаем там. Создаем ячейку и открываем ее. Рядом можно поставить какие-нибудь символы, чтобы примерно понимать, какие пропорции нас интересуют. И вот тут мы делаем по принципу квадратных скобок по высоте. Разница лишь в том, что мы ее сейчас с вами нарисуем. Я выбираю Pen Tool и добавляю ее. Для того, чтобы нам ее нарисовать, нам не нужно полностью все прорисовывать, достаточно просто нарисовать контур, который мы с вами будем использовать как основной, скажем так. Поэтому ставим точки и, допустим, где-то примерно вот тут. В принципе, мне этого достаточно. Сейчас я по-быстрому сделаю фигуру. Вот это все удаляем. Вот это мы выравниваем и делаем, ну, допустим, вот такая. Так. Все, в принципе, меня все пока устраивает. Для того, чтобы создать вот такую кривую форму толщиной, как здесь необходимо, нам нужно открыть панель Stroke. Это в данном случае Window, Panels, Stroke. Либо в правой части мы с вами заранее его уже давно добавляли в рабочую область, поэтому он у меня просто в скрытом виде находился. Я его открываю. Теперь выделяю вот этот вот отрезок. И в выпадающем меню здесь выбираю значение 150. 150 меня полностью устраивает, потому что это как раз таки размер вот этой квадратной скобки. Что мы теперь здесь сделаем? Нам нужно немножко это дело подраздвинуть. И вот этот тоже немножко раздвинуть. А еще я бы добавил сюда пару точек. Так. И вот здесь. Все. С этим мы разобрались. Так, здесь это мы все вставляем вот в таком положении. Теперь нам нужно его вот так немножко подраздвинуть, чтобы здесь плавные были стыки. Здесь, в принципе, тоже мы делаем точку с запятой, чтобы раздвинуть. В принципе, все. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно приподнять вот это до высоты 200. А еще, кстати, у нас вот эта ширина 150 и вот это 150. Нам это не подходит, нам нужно компенсировать оптически то, что горизонтальные и вертикальные, они по толщине немножко отличаются. Поэтому вот здесь я могу выбрать это значение. Поставить, например, чуть-чуть меньше. То есть я прям очень сильно уменьшу. Мы увидим, как они изменяются. Поэтому я делаю вот здесь примерно 135. Здесь мы не видим, конечно, но можем направляющую вытянуть и посмотреть. 135, отлично. 135 как раз то, что мне нужно. Так, теперь мы вот это приподнимем до 200. Отлично. А вот это приподнимем так, чтобы у нас вот это было посередине примерно. Подняли. Отлично. Что теперь можно сделать? Теперь мы можем взять и создать элемент референс. Поэтому я беру вот это, плюс создать референс. Он у меня создался. Выбираю элемент Tool, переворачиваю его и приподнимаю выше до высоты 750. Так. Теперь мне нужно его немножко видоизменить. Вот это я делаю сюда. А вот
вот это мне нужно сделать, чтобы оно было такой же толщины, 135 точнее. Делаем примерно вот так. Ну, предположим, вот где-то так оно должно быть. Это можно приподнять. Ну, в принципе, уже хорошо. Уже с этим можно работать. Теперь, после того, как мы все это выровняли и сделали так, чтобы они были одинакового размера и зеркальные, нам нужно превратить это в обычный контур. Поэтому выбираю один из них, открываю панель строк, жму вот сюда. Нам превращается в обычный контур. И вот теперь я уже могу с ним поработать, как с обычным контуром. Добавить компенсацию, чтобы вот здесь не чернило, немножко здесь укоротить. Это немножко расширить. И вот тут тоже немножко расширить, чтобы она уже смотрелась поприятнее. Ну и в принципе создание такой фигурной скобки не заняло у нас много времени, поэтому мы по такому же принципу теперь берем и создаем ее зеркальную копию. Я просто копирую ее название, создаю ячейку, прописываю сюда, жму равно собака и можно просто тильду поставить и включаю автолейер. И вот она мне добавилась. В принципе, все. Я теперь могу здесь любые скобки добавлять. Ну, как видите, все не очень сложно и не так много времени занимает. На остальных слоях мы делаем по такому же принципу. Создаем сначала просто фигуру контура, потом накидываем на него с нужной толщиной Power Stroke, разбираем его, зеркалим, ну или сначала зеркалим, потом разбираем, не столь важно. И, соответственно, получается у нас готовая фигура достаточно быстро. Рассказывать, как делать кавычки разных видов я не буду, потому что это, в принципе, технически делается точно так же, как и все то, что мы с вами делали. Зеркальные символы зеркалятся. Там, где можно все что-то вставить, типа, например, кавычки, лапки сделать из запятых, все это достаточно просто и понятно. Единственное, вы можете прочитать саму статью Ани Данилова на сайте Type Today, в которой написано, какие бывают виды, какие где используются и так далее. То есть, если мы посмотрим вот этот список, мы увидим, какие у них бывают варианты, различных вариантов кавычек и какие, скажем так, используются для этого элементы. Вот, допустим, если мы, во-первых, посмотрим, как они у нас позиционируются, мы видим, что здесь бывают обычные кавычки, бывают кейс-версии кавычек. Я их точно так же сделал по тому же принципу, как и скобки. Дальше мы можем увидеть, в каких языках как они используются. Вот это можно прочитать, посмотреть. И какие Unicode и какие команды для этого можно набирать, чтобы добавить в ваш шрифт. Вот. А от себя я бы добавил вот что. Если мы посмотрим на кавычки лапки, то в жирном начертании обычно они делаются чуть-чуть полегче. Поэтому если я вот так их выберу сейчас, и мы посмотрим на запятую, вот эта запятая, и на кавычки, то мы увидим, что они у нас... нет, это не кавычки, вот запятая, вот запятая, вот запятая, вот обычная кавычка одна и вот двойная кавычка. Мы увидим, что в жирных начертаниях, ввиду того, что запятая уже в принципе достаточно большая, одинарные такие кавычки, они чуть меньше. И мы видим, что они в жирном начертании на 90% меньше. А если мы посмотрим все то же самое в легких начертаниях, то мы увидим, что запятая здесь точно такого же размера. Поэтому в зависимости от того, какой у вас насыщенности шрифт, вы уже там сами смотрите, потому что я в жирных начертаниях сделал их меньше, так как они, когда их две штуки используются в двойных кавычках, когда они рядом, они достаточно массивно выглядят. Вот. А во всем остальном, в принципе, ничего сложного, ничего нового я вам не расскажу. Иногда символы в шрифте состоят из повторяющихся элементов. Если мы посмотрим, например, на астериста, мы увидим, что это такая фигура, у которой есть своего рода такие 5 лепестков, которые повторяются под определенным градусом поворота. Рисовать такую вручную с сохранением вот этой вот связи между ними, чтобы они как бы гармонично смотрели, достаточно сложная задача. Чтобы этого не делать, мы просто можем использовать элемент референса, который мы будем повторять относительно оси, так, чтобы они хорошо смотрелись рядом друг с другом. В общем, это реализовано в моем шрифте по такому принципу. Я нарисовал основную вот такую фигуру, а остальные ее копии я повернул под определенным углом, чтобы они были симметричны. И теперь, если я возьму и изменю какую-нибудь одну из вот таких фигур, то все остальные у меня тоже изменятся. Делать это можно как угодно.
Вот, например, вот так и так далее. В общем, идея в том, что, в принципе, сложного здесь ничего нету. Главное понять, под каким углом и как это все сделать. А как это сделать, собственно, уже есть урок, об этом рассказывал Дэйв Лоуренс. Здесь можно посмотреть, как это все делается, по какому принципу мы их поворачиваем и так далее. Поэтому рассказывать я об этом не буду, тратить на это время не буду. Вот. Но если вы не хотите вдруг делать это сами, вы можете просто скачать проект на GitHub, в котором это все уже сделано за вас. Ваша задача будет только скопировать варианты астериска шестиконечного, пятиконечного и так далее, и добавить туда свои формы, скажем так. И тогда вы просто можете это все дело добавить в ваш шрифт. А для того, чтобы это перенести в ваш шрифт или, допустим, перенести в другие начертания вашего шрифта, чтобы сохранилась вот эта связь, вам нужно обязательно будет их выделить все элементы тулом и сгруппировать. Иначе при переносе в другой слой у вас связь между ними развалится. Но, в общем, сложного здесь ничего нет, достаточно клевая штука, можно очень прикольные элементы делать. По такому принципу я много разных прикольных фигур сделал в шрифте Zasker, которые, время создания которых заняло у меня там буквально секунды, может быть, минуты. В общем, посмотрите видео, как это сделал Дэйв, и я думаю, все станет на свои места, и вам это позволит сэкономить огромное количество времени. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.